Всем привет, с вами я, Невероятный М, и сегодня у меня на обзоре легендарный аппарат Nokia N8. Nokia N8 вышел в 2010 году и позиционировался как мультимедиа-флагман и как ультимативный ответ конкурентам. Что же было здесь такого особенного, что вы сделали легендарным? Традиционно давайте начнем с дизайна аппарата. Nokia N8 сделан из цельного куска анодированного алюминия. Помимо вот такой темно-серой версии, также были еще представлены серебряные и другие интересные цвета. Наиболее интересные это небесно-голубой, оранжевый. В дальнейшем также была выпущена специальная кислотно-розовая версия, которая выглядела потрясающе. Элементы управления здесь типичны для любого смартфона. Из интересного хочу отметить ползунок блокировки дисплея, которым удобно пользоваться и который находится в том месте, в котором он и должен находиться. А сзади у нас находится довольно массивный блок камеры с ксеноновой вспышкой и невероятно громким динамиком. Ну, о камере мы поговорим чуть позже. А сверху находится разъем microHDMI, о котором я расскажу чуть-чуть попозже. Nokia N8 это один из первых аппаратов, который компания выпустила на платформе Symbian 3. И она уже значительно отличалась от своего предшественника. У Symbian был ряд преимуществ. Во-первых, это низкое энергопотребление, и от одного заряда смартфон мог прожить довольно долго. Еще одним плюсом системы было то, что она была довольно неприхотлива к ресурсам самого аппарата. Также приятным бонусом было то, что из коробки вам была доступна бесплатная офлайн-навигация от Nokia, один из сильнейших сервисов компании. Также Symbian это довольно гибкая платформа в плане пользовательских режимов. Это позволяло вам подстраиваться под различные ситуации, в каких бы вы ни находились. Также на аппарате можно было удобно работать с пользовательскими файлами, и поэтому в комплекте шел вот такой переходник microUSB на USB, и можно было подключить его к порту microUSB, и вот получалась вот такая конструкция. Это круто. Ну, а встроенная поддержка кодеков на этом устройстве позволяла вам не только работать с документами, но и скачать фильмы на флешку и в дороге наслаждаться просмотром фильмов и сериалов. И чуть не забыл, здесь есть Always On Display. Так как Nokia N8 это прежде всего мультимедиа флагман, основной упор здесь сделан на камеру. 12 мегапикселей, оптика Carl Zeiss, ND-фильтр, встроенный для улучшения динамического диапазона при ярком освещении, и ксеноновая вспышка, которая отлично отрабатывала в условиях недостаточной освещенности и позволяла вам замораживать объекты в движении. Камера действительно отлична для своего времени, и вы можете сейчас увидеть несколько снимков, которые я сделал в далеком 2012 году на свой аппарат. Также поставьте лайк или напишите комментарий, если вы хотите увидеть тест камеры Nokia N8 в 2022 году. Что же касается съемки видео, аппарат его записывал с разрешением 720p, и оно было хорошего качества. До такого хорошего качества, что это был первый в мире смартфон, на который сняли полнометражный фильм. И называется он «Оливия». Ссылочку оставлю в описании. Также в сети можно найти несколько короткометражек, которые сняли с использованием этого смартфона. И это вывело мобильную съемку на совершенно иной уровень. Также из коробки вам доступен встроенный видеоредактор, который позволяет вам нарезать ваши видео, которые вы сняли, смонтировать их и показать их на большом экране при помощи microHDMI разъема и переходника, который также шел в комплекте. Вы подключаете вот это вот так. Это подключаете к телевизору и показываете то, что вы насняли на большом экране. А если, например, вы хотите показать любимый фильм или музыкальный клип, вы подключаете флешку к аппарату, и получается у вас такая конструкция. Блин, выглядит это круто даже сейчас. Давайте теперь о недостатках, которых здесь хватает. Во-первых, это железо, и оно здесь было уже довольно устаревшим. Конечно, несмотря на то, что Symbian была неприхотлива, по сравнению с конкурентами, этот аппарат мог с натяжкой назваться флагманским устройством. Ну и самый большой недостаток – это операционная система. Несмотря на большую работу, которую проделала Nokia в попытках догнать Android и iOS, между ними была огромная технологическая пропасть. И речь идет, конечно же, об удобстве использования. А переключить язык клавиатуры – это отдельная история. Нужно было проделать большой путь через меню, чтобы это сделать. Чтобы просто переключить язык с английского на русский и наоборот. И самое что печальное, это не исправили даже в самой последней версии Symbian. От встроенного браузера хочется порой плакать. Он медленный, лагает, криво отображает страницы. Им просто невозможно пользоваться. К сожалению, все вот эти недостатки, они не позволили Nokia N8 порвать рынок и повернуть игру в пользу Nokia.
Несмотря на офигенную камеру, классный дизайн и корпус, офигенные мультимедийные возможности. Nokia N8 это последний флагманский аппарат на Symbian от Nokia. И несмотря на то, что он получился крайне спорным, он все равно останется в наших сердцах. Если вы хотите видеть больше обзоров на смартфоны Nokia на моем канале, обязательно подпишитесь на него, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, какой смартфон Nokia мне взять для следующего обзора. А с вами был я, Невероятный М, и увидимся в новых видео. Пока.